После долгого ожидания и интригующих анонсов Volvo представила свой новый электрический флагман ES90, который стал вершиной иерархии в линейке компании и занимает место рядом с кроссовером EX90. Volvo утверждает, что ES90 сочетает в себе внешний вид седана, высокий дорожный просвет и вместимость кроссовера, а также лифтбэк с большим проемом багажника. Компания заявляет, что это новый класс, и нам остается только решать, к какому он относится. Но как бы вы его ни классифицировали, ES90 выглядит эффектно. Он может похвастаться самым большим запасом хода – 700 км, самой быстрой зарядкой и передовой вычислительной системой среди всех моделей Volvo. Volvo разработала новый автомобиль, следуя философии, выточенной из цельного, придавая дизайну эффект монолитности, как если бы он был вырезан из единого куска металла. Передняя и задняя части автомобиля во многом повторяют стиль последних моделей бренда. Фары спереди напоминают те, что на кроссовере EX90, с характерным дизайном в виде молота Тора и вертикальными фарами дальнего света. Закрытая передняя решетка украшена обновленным логотипом Volvo с диагональной линией. Боковой профиль автомобиля выглядит как слегка приподнятый седан с плавной линией крыши, что подчеркивает элегантность и улучшает аэродинамические характеристики, обеспечивая коэффициент лобового сопротивления всего 0,25, самый низкий среди моделей Volvo. Также можно заметить датчик LiDAR, расположенный на крыше. По словам главы дизайна Volvo Джереми Оффера, его размещение в решетке или бампере снизило бы эффективность, что могло повлиять на безопасность. Наконец, переходя к задней части, вы видите светодиодные задние фонари в форме буквы S, немного похожие на те, что вы найдете на меньшем X30. Как и в этой машине, у вас также есть дополнительные светодиодные полосы, идущие вверх по заднему стеклу, чего мы раньше не видели на седанах. Покупатели ES90 могут выбрать один из 7 цветов кузова и 4 варианта колес диаметром от 20 до 22 дюймов. Колесная база Volvo ES90 составляет 3102, что на 54 мм длиннее, чем у бензиновой ES90. Несмотря на это, он короче на 80 мм и достигает длины ровно 5 метров. Электрический седан также на 102 мм выше бензиновой модели, с высотой 1549 и шириной 2054 мм. Новая модель получит пневмоподвеску, обеспечивающую максимальный клиренс до 203 мм. Таким образом, Volvo пытается привлечь покупателей кроссоверов с повышенным клиренсом. Volvo заявляет, что компания даже увеличила высоту сиденья, чтобы создать ощущение нахождения в более высоком автомобиле. Автомобиль оснащен стандартным шасси с частотно-селективным демпфированием, которое автоматически адаптируется к дороге, обеспечивая комфортную езду. Двойная поперечная подвеска и интегральная тяга сглаживают повороты и неровности. А опциональная активная пневматическая подвеска улучшает ощущение от вождения, отслеживая состояние автомобиля, дороги и водителя 500 раз в секунду. Это позволяет точнее проходить повороты и уменьшать качку и крен, а кузов можно опускать на 18 или поднимать до 30 мм, что обеспечивает максимальный дорожный просвет 203 мм. Это почти на 10 мм меньше, чем у кроссовера EX90. Новинка построена на платформе SPA2 и стала первым автомобилем Volvo с технологией 800 вольт. Это обеспечивает большую дальность поездки и более быструю зарядку, чем у любого предыдущего электромобиля бренда. Volvo предлагает 3 варианта привода для ES90. Начальный вариант с одним электромотором на задней оси, мощностью 333 силы и крутящим моментом 480 Ньютон-метра, оснащен батареей на 92 кВт-часа, обеспечивающий запас хода до 650 км по циклу WLTP. Эта версия разгоняется до первой сотни за 6,9 секунд. Двухмоторная полноприводная версия включает электромотор мощностью 177 сил спереди и 272 сзади, что в сумме обеспечивает 449 сил мощности и 670 Ньютон-метра крутящего момента, позволяя автомобилю массой немного более 2 тонн разогнаться с 0 до 100 км в час за 5,5 секунд.
Топовый вариант – Twin Motor Performance общей мощностью 680 сил, 299 спереди и 381 сзади и крутящим моментом 870 Ньютон-метра. Такая силовая установка сокращает время разгона до первой сотни до 4 секунд. Обе полноприводные версии оснащены батареей емкостью 106 кВт-часа, что обеспечивает до 700 км пробега на одной зарядке. Интересно, что для обеих версий запас хода одинаков. Максимальная скорость всех моделей ограничена на уровне 180 км в час. 800-вольтовая платформа обеспечивает быструю зарядку от зарядных станций мощностью 350 кВт, позволяя пополнить запас хода на 300 км за 10 минут или зарядить аккумулятор с 10 до 80% за 20 минут. Интерьер S90 отражает стиль последних автомобилей Volvo, сочетая технологичность и комфорт, что полностью соответствует скандинавской идентичности бренда. Простота и функциональность – ключевые принципы дизайна, которые подчеркивают уникальность Volvo. Разнообразие экологичных материалов для отделки позволяет персонализировать салон в соответствии с вашими предпочтениями. Главная особенность – 14,5-дюймовый вертикально ориентированный сенсорный экран в центре, который управляет информационно-развлекательной системой на базе Google и работает на платформе Snapdragon. Кокпит обеспечивает молниеносную работу мультимедиа. Также поддерживается голосовое управление всеми функциями автомобиля. Водитель получает всю необходимую информацию через узкий 9-дюймовый дисплей на рулевой колонке, а 13,2-дюймовый проекционный дисплей выводит данные на лобовое стекло. За исключением кнопок на руле и кнопок стеклоподъемников, весь интерфейс цифровой. Передние сиденья регулируются 8 способами, поэтому их можно адаптировать к индивидуальной эргономике тела. Так, кроме стандартной электрорегулировки положения сиденья водителя и переднего пассажира, предлагается несколько уровней поясничной поддержки и регулировка боковой части сидений для улучшения поддержки тела. Задние сиденья оснащены подлокотником и электрорегулировкой наклона спинок сидений. Кроме этого, оба ряда оснащены подогревом и вентиляцией, а передние кресла также предлагают массаж. Благодаря длинной колесной базе новинка обеспечивает очень большое пространство для ног пассажиров второго ряда, что делает его исключительно комфортным местом для путешествий как для взрослых, так и для детей. Volvo утверждает, что салон S90 является самым тихим на сегодняшний день среди автомобилей бренда, благодаря современной звукоизоляции и акустическому остеклению. А каждая версия оснащена панорамной крышей с защитой от ультрафиолета до 99,9%. Также доступна опциональная электрохромная стеклянная крыша, позволяющая регулировать прозрачность. Среди удобств – 4-зонная климатическая система и стереосистема Bose & Wilkins с 25 динамиками и пространственным звуком Dolby Atmos. Крышкой багажника открывается вместе с задним стеклом, открывая объемный грузовой отсек на 424 литра, который увеличивается до 1256 литров при сложенных задних сиденьях. Дополнительное пространство обеспечивает передний багажник на 22 литра, подходящий для хранения зарядного устройства. Безопасность всегда была в центре внимания Volvo, и S90 не исключение. Автомобиль разработан в соответствии со строгими стандартами безопасности компании и оснащен прочным каркасом, современными удерживающими системами и оптимизированными зонами деформации. S90 является самым мощным автомобилем бренда с точки зрения вычислительной мощности. В автомобиле установлены сразу два чипа NVIDIA Drive AGX Orin производительностью более 500 триллионов операций в секунду. Центральный компьютер управляет датчиками и аккумулятором и функциями активной безопасности на базе искусственного интеллекта, а также поддерживает беспроводные обновления, позволяя внедрять новые функции и улучшать существующие. Такой подход гарантирует, что ваш S90 останется актуальным на протяжении всего срока службы. Активные системы безопасности включают передовой набор датчиков, 5 радаров, 7 камер, 12 ультразвуковых датчиков и лидар от Luminar Technologies.
что помогает избегать столкновений и опасностей и обеспечивает работу адаптивного круиз-контроля с активной помощью рулевого управления. Стандартная система водителя отслеживает внимание за рулем и помогает при его потере. Технология безопасного пространства защищает не только во время движения, но и при парковке, оповещая о велосипедистах и пешеходах при открытии дверей. Также 360-градусная камера с 3D-обзором помогает при парковке. Volvo ES90 уже доступен для заказа на некоторых рынках Европы, а его доступность в других регионах будет расширяться до конца этого года и в течение 2026 года. Например, в Германии новый электромобиль от Volvo предлагается в 3 комплектациях по начальной цене от 72 тысяч евро за конфигурацию с одним электромотором. Цены на полноприводные версии начинаются от 89 тысяч евро за модель мощностью 449 сил и от 94,5 тысяч за топовый вариант Twin Motor Performance. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам важно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в центре автомобильных новинок и не пропустить новые видео. Ваши лайки и подписки – это то, что вдохновляет нас создавать еще более интересный и полезный контент для вас. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми актуальными событиями в мире автомобилей.